В этом видео мы быстро ознакомимся с содержанием курса и как его использовать. На этом этапе вы должны были загрузить весь контент. Вы найдете файл readme.txt, что я приглашаю вас прочитать с некоторой юридической информацией. И для каждой главы вы найдете заархивированный файл или несколько заархивированных файлов. Я предлагаю вам распаковать эти главы в определенную папку. Заархивированный файл будет включать в себя все видео, но и все английские субтитры этих видео. Zip. Zip. Ты найдешь специальную папку для каждой главы курса. И эти выделенные папки содержат все файлы Blender, текстуры и любые ресурсы, которые вам понадобятся во время этих глав. Важно сохранить структуру и иерархию этих папок такими, какие они есть в заархивированном файле, потому что большинство файлов связаны или являются источниками текстур с относительным путем к этим папкам. Ты найдешь один файл Blender или несколько файлов Blender на лекцию или урок. Таким образом, ты можешь выбрать, начинать ли с самого начала с твоей собственной анимации, или использовать один из предоставленных файлов или использовать один из предоставленных файлов в данный момент времени. Ты также найдешь ссылку на видео для конкретных упражнений и любые другие ресурсы, используемые файлом Blender. Давай быстро ознакомимся с содержанием курса. 2. Обязательно посмотри, потому что именно здесь ты узнаешь, как Blender работает с данными. И поскольку твоя работа будет заключаться в анимации этих данных, тебе лучше знать, как это работает. Это также глава, в которой ты впервые познакомишься с инструментами анимации и научишься их читать и использовать. Графический редактор часто сбивает с толку начинающих аниматоров, поэтому очень важно, чтобы ты посмотрел эти видео. Таким образом, ты будешь готов перейти к 3 главе. Это самая обширная глава курса, где вы узнаете, как использовать арматурную установку для выполнения вашей первой простой оточенной анимации, манипулировать вашим первым персонажем, создавать полный набор анимаций, а затем комбинировать их, чтобы воспроизвести эту короткую анимацию. Если ты новичок или у тебя есть небольшой опыт анимации в Blender, тогда я советую тебе прочитать всю эту главу и выполнять упражнения несколько раз, пока не освоишься. Я буду часто повторять это во время курса, но анимация — это форма искусства. Неудачи — это совершенно нормально, и только практика поможет тебе прогрессировать. В 4 главе мы сосредоточимся на изучении другой техники анимации. Мы создадим новый набор анимации, используя эту роботизированную установку. И мы увидим, как мы можем использовать ограничения и переключение пространства, чтобы генерировать дополнительные движения для нашего персонажа, получая убедительный результат в считанные минуты. Мы применим это к прогулочному циклу, к этому артиллерийскому выстрелу, а также к стрельбе ракетами из движущегося робота. Таким образом, ты сможешь воспроизвести всю анимацию в этом короткометражном фильме. И для тех из вас, кто хочет научиться создавать X и окружающую среду, я уже опубликовал и буду публиковать дополнительные бесплатные руководства на моем канале YouTube по этим конкретным темам. В 5 и 6 главах ты познакомишься с передвижением персонажа и механикой тела с помощью полностью подробных уроков о том, как построить цикл бега и цикл ходьбы. Мы углубимся в анализ ссылок, и я постараюсь научить тебя, как правильно изучать свои ссылки и извлекать из них максимум пользы. Оттуда я проведу тебя через весь этап блокировки, вплоть до окончательной полировки. В 7 главе я научу тебя всем моим техникам получения отличных поз, от глубокого анализа ссылок до техники стилизации, чтобы продвинуть ваши позы и привлекательность вашего персонажа еще дальше. Наконец, в 8 главе, самой продвинутой главе, ты применишь все, чему научился во время курса, для создания этой комбинированной анимации. И я буду там в течение 8 часов видео, чтобы научить тебя всему,
от базовой блокировки до создания разбивок плюс блокировка. От первого прохождения сплайна до финальной стадии полировки и добавления некоторых деталей и эффектов. Чтобы ты мог создать великолепную оточенную анимацию, которую ты сможешь с гордостью показать в своем демонстрационном ролике или портфолио.